Добрый день, Игнаус. Blockchain Live проходит 7-й раз. Это один из самых крупных форумов в мире. Скажите, какие у вас впечатления от форума? Очень рад быть здесь. Атмосфера просто электризует, побуждает к действиям. Я думаю, что это одно из лучших мероприятий, на которых я был за последнее время. Хотя мы в основном, как вы знаете, посещали виртуальные мероприятия, оффлайн-мероприятий снова все больше и больше. Но такой атмосферы, как здесь, я еще не видел. Поэтому я рад приехать и встретиться с важными игроками отрасли. Я только что был на дискуссии с нашими рыночными партнерами, и это очень интересный опыт. Я люблю слушать разные мнения. Вы участвуете в форумах по всему миру. Скажите, пожалуйста, если сравнивать с другими международными событиями, насколько интересен наш форум? Я думаю, что Blockchain Live создает эту платформу, где игроки отрасли коммуницируют между собой и получают возможность изучить все инновации от этапа их зарождения до реализации. Вы действительно можете почувствовать энергию, исходящую из этого места. На других мероприятиях мы приветствуем людей, а дальше общение идет по своего рода сценариям социальных сетей, тогда как сегодня мы можем видеть всех игроков, которые демонстрируют свои новые проекты, и все мы чувствуем эту энергию. Вы буквально ощущаете, что на сегодняшнем мероприятии зарождается что-то глобальное. Биткоин и другие криптовалюты обновили максимумы совсем недавно. Расскажите, сказалось ли это как-то на посещаемости вашей биржи? Почувствовали ли вы приток новых пользователей? Каждый раз, когда происходит ценовое движение, особенно как сейчас, когда мы видели очередной исторический максимум, мы входим в своего рода режим неизведанной цены. Это стимулирует множество вещей. Все больше людей приходят на веб-сайт для торговли. И это видно по растущему количеству активных биткоин-кошельков в мире. Киты запасаются, майнеры накапливают, а не продают. Так что я думаю, что биткоин — это идеальное изобретение, которое использует свою стоимость для привлечения людей, помогая изучить технологию, участвовать в торговле, в финансовой деятельности и даже сделать этот аспект блокчейна частью своей жизни. Каждый раз, когда у нас происходит подобное изменение цены, это очень волнующе и для нас, так как наш бизнес построен на этом. Мы знакомимся с все большим количеством новых людей и видим больше взаимодействия в социальных сетях. Это своего рода беспроигрышный вариант для всех. Не мог не заметить вашей позитивной аватарки в Твиттере. Скажите, пожалуйста, вы верите в биткоин и как вы считаете, какая цена у него будет до конца года? Мы все знакомы с моделью Stock-to-Flow. И она говорит, что биткоин должен легко превысить стоимость в $100 тысяч до конца этого года. А с учетом того, что на протяжении последних 6 месяцев биткоин следует графику этой модели, мы можем придерживаться этого оптимистичного сценария. И данный прогноз стоимости выглядит вполне реальным. К тому же нельзя забывать о том, что публичным компаниям скоро нужно раскрывать свою финансовую отчетность. И это их последний шанс показать отличные результаты за финансовый год. Я настроен очень оптимистично на сегодняшний день. И я считаю, что в настоящее время не так много того, что действительно может сбить цену. Вспомним, например, недавнее большое событие — введение запрета в Китае на майнинг и торговлю. Сейчас, когда это уже произошло, не остается ничего настолько глобального, что может всерьез повлиять на цену. Потому что если одна из сильнейших стран на планете не может убить биткоин, то, по большому счету, практически нет других сил, которые действительно могут пошатнуть цену. Не могу не спросить, как вы видите развитие криптовалютного сообщества и вообще мира криптовалют в течение 5 лет? Я думаю, это отличный вопрос, потому что одним из самых ценных аспектов криптовалюты в целом является ее сообщество. Сообщество формирует ценность и степень внимания к криптовалюте в целом. Более того, капитал и технологии — это на самом деле люди,
которые постепенно осваивают это пространство. Потому что то, что придает чему-то ценность, всегда является консенсусом. Криптовалюта способна иметь поддающуюся проверке своего рода меру консенсуса. И это лучше любого голосования, которое придумывают политики. Ведь все доступно проверке, поскольку находится на блокчейне. Так что в ближайшие 5 лет, я думаю, криптовалюты будут все более децентрализованными. При этом новичкам всегда необходимо помогать. И таким игрокам, как мы, предстоит здесь сыграть важную роль. Мы выступаем за децентрализацию, за пространство, управляемое сообществом. И мы создали одну из крупнейших DAO в мире — BitDAO. В настоящее время в DAO находится в обработке криптовалюты на сумму более $3 миллиардов на блокчейне. Что-то вроде резервного запаса, который стремится расширить DeFi-пространство и децентрализованное пространство. Поэтому я думаю, что DAO станет следующим глобальным событием, и мы увидим все большую децентрализацию и осознание людьми необходимости эффективного самостоятельного управления своими средствами. Большое спасибо за ваше выступление сегодня и за интервью. Thank you so much. It was such a pleasure, and thank you for having me. Большое спасибо, было очень приятно.